Всем привет! Это приправка и наш проект «Чистые пряности». В первую очередь я хочу рассказать о черном перце как о самой популярной пряности во всем мире. За что так ценим мы черный перец? Это аромат и жгучесть. Аромат – это эфирные масла. Жгучесть и острота – это пиперин. Растение черного перца – это лиана, вьющаяся вокруг ствола дерева. Горошины растут гроздями, напоминающие грозди винограда. Сначала формируется оболочка, и внутри развивается ядро. По мере созревания ядро заполняет всю внутреннюю полость горошины. И такая горошина становится созревшей. Она полна вкуса, полна остроты, жгучести, соответственно, полна эфирного масла и пиперина. Но часть горошин не созреет, так как ядро в них не завязывается вовсе, либо сформируется только наполовину. Такие ядра мы называем пустыми либо легковесными, и в них, соответственно, недостаточное количество пиперина и эфирного масла, либо его вообще там нет. Но внешне они выглядят практически идентично. И сейчас я хочу рассказать с помощью простого эксперимента, как у себя на кухне можно проверить, какой у вас перец, качественный или, по сути, дешевая подделка. Я отправился в супермаркет и приобрел несколько образцов перца черного горошка разных производителей. Для этого эксперимента лучше всего использовать 72% спирт, но в домашних условиях вполне подойдет обыкновенная водка. Мы наливаем водку в емкость. Берем упаковку, открываем ее и высыпаем содержимое в емкость с водкой. Теперь мы можем оценить результаты эксперимента. Если посмотрим на первые три образца, то увидим, что очень большое количество зерен осталось на поверхности раствора. И это зерна, которые имеют плотность значительно ниже плотности водки, это говорит о том, что они либо пустотелые, либо легковесные. В этих зернах практически нет ни эфирного масла, ни пиперина. И они, по сути, кроме черноты вашему блюду, ничего не добавят. Если мы взглянем на другие два образца, то увидим, что в этом, например, достаточно неплохая плотность материала, но при этом очень слабая очистка. Мы видим на поверхности достаточно много мусора плавающего и на стенках стакана тоже. В этом образце, в нашем образце, мы видим, что где-то не более 5% зерен осталось на поверхности, это легковесных, все остальное опустилось на дно. И при этом раствор остался абсолютно чистым. Это говорит о том, что очистка проведена хорошо. И так как мы выбрали для себя наиболее жесткий стандарт, американский стандарт АСТА, согласно которому не более 5% зерен в сырье должно быть легковесным, и данный образец мы видим, что полностью соответствует этому стандарту. Давайте теперь визуально оценим, как выглядит горошина, которая опустилась на дно стакана. Возьмем горошину и разрежем ее ножницами. Мы видим, что у такой горошины достаточно крупное ядро, и оно полностью заполнило внутреннюю полость горошины. Теперь возьмем горошину, которая осталась на поверхности. Мы видим, что это абсолютно пустая горошина, у которой нет вообще ядра. Возьмем следующую, то же самое. Здесь нет ни аромата, ни вкуса, ни остроты. Теперь я хотел бы вернуться к вопросу, почему на полке супермаркета цена на один и тот же перец черный горошек отличается кардинально. Для этого давайте я расскажу, как собирается урожай перца в том же Вьетнаме. Фермер собирает с лианы перец и укладывает его просто на бетонную поверхность у себя во дворе. В течение пару дней этот перец сушится под открытым солнцем, и при этом его зеленая скорлупа приобретает привычный для нас черный сморщенный вид. Но за это время по двору фермера бегают животные, домашние птицы, крысы, летают насекомые, ветром заносится песок, пыль. И после всего этого фермер просто лопатой собирает этот перец в мешок и отгружает его переработчику. Продает его в том виде, в котором он его собрал со двора. Переработчик, в свою очередь, в зависимости от требований заказчика, либо отправляет ему этот перец в том виде, который он получил от фермера. Это называется фермерское качество, FAQ. Либо же по требованиям других заказчиков он проводит семиступенчатую очистку, путем которой избавляется от различного рода загрязнителей. Я был на нескольких таких заводах и специально для демонстрации привез образцы, как выглядит перец
изначально фермерского качества, и то, от чего избавляются путем очистки. В первую очередь он очищается от безобидных растительных примесей, от палочек, также от пластика, песка и стекла, от металлических примесей, от камней и даже от трупов насекомых и экскрементов животных. Так выглядит перец фермерского качества, а так выглядит перец, который прошел все 7 ступеней очистки. Именно такой перец покупают американские и европейские компании, и именно такой перец покупаем мы, гарантируя пищевую безопасность и высокое качество нашей продукции. Ну что ж, я надеюсь, что информация была достаточно полезной, и теперь вы сами сможете проверить перец у себя на кухне.